Мы одну съели, и две осталось. Моя и Костина. Катя. Я боюсь за свою семью. За брата, за себя. И за сестру. За папу, за бабушку. Я за всю свою семью боюсь. Куда мы едем, я не знаю, а вот что начинается война, это я знаю. Эта дорога идет на КПП Успенка. До границы остается километров 20, наверное. И вот здесь на пути собирается такая небольшая пробка постоянно из автомобилей, грузовиков и автобусов. Вот автобусы эти едут за беженцами из ДНР и ЛНР. И, судя по всему, это не первый их рейс и не последний. Родился в 2014 году, и он мира не видит, он только видит одну войну. И дети пугаются. То есть они не спят ночью, они вот сегодня начали стрелять. Дети просыпаются, и все в истерике. И все, они боятся. Страшно. Все-таки надо уехать хоть на время. Потому что с детьми по подвалам тоже не вариант. Неизвестно, что нас ждет. 14-й пережили, вот, а как теперь, что все будет, очень страшно. Надеемся, что все будет хорошо. Можешь, короче, забить. Все будет хорошо. Осторожно, я тебя прошу. Саша? Все будет хорошо. Все будет хорошо, с нами Ваня полетит. Наш автобус заходит на посадку. Сейчас туда будут садиться беженцы из ДНР, ЛНР. И вот мы очень надеемся, после того, как они уже сядут, и мы пройдем все пункты осмотра, мы сможем выйти с ними уже и поговорить. Донецк, Пролетарский район. Что у вас там сейчас происходит? Громко. Слышно, ощущаемо. Вообще есть кто-то, кто в России, кто вас Нет. Все родственники там, в Донецке. Мама, бабушка, все оставались там. Больше ничего нету, кроме семьи. Я хочу, чтобы семья возле меня каждый раз была, каждый день и всегда возле меня была. Долго думали, но очень сильно долго. В конечном итоге муж просто не выдержал, сказал, говорит, забирайте и едем. Поэтому, чтобы мы этого не видели, ничего не слышали, приняли такое решение. Куда, что, зачем, без понятия. Но главное, чтобы в тиши. В середине, внутри. Непонятные чувства, непонятные ощущения. Поэтому как-то так. Все хорошо. А вы с двумя детьми? Да, А муж у вас? воюет. Ну, защищает родину. Да, Он уже вступил в ряды, да? он давно уже служит. Сколько? Как идет война. Родина есть родина. Для вас Мама у меня, и бабушка там, сестра родная. В том году просто страшно очень было. Очень. И был только один у меня ребенок. А сейчас двое. И мне пришлось. Что за них боюсь, не за себя. Так все будет хорошо. Куда едете?
Ну, бабушке в гости. Надолго? Да. То есть это мама мужа? Да, Первый раз едете? да, да. Ощущение? Но она еще уехала у нас в 2014 году, получается. Сколько бабушку не видела? Почти 8 лет. Какой вы город едете? В России. В Орел. В Орел, да. А куда вы сейчас едете, вы знаете? Нет. Да, тогда приедем. На улицу тоже не оставят, как бы там ни было. Сказали то, что там будут распределять кого куда. Почему? Потому что Ростовская область уже вся забита. Люди, рассаживаясь по этим автобусам, конечно, надеются, что их не отправят далеко и поселят где-нибудь поближе к дому. И вначале, в первые дни эвакуации, так и было. Женщин и детей их развозили по Ростовской области. И вот мы сейчас едем, здесь повсюду просто эти пункты временного размещения. От беженцев отдали абсолютно все. Это гостиницы, санатории, детские лагеря, оздоровительные центры. И сейчас, мне кажется, уже все места абсолютно в Ростовской области с более-менее подходящей инфраструктурой, они заполнены приезжими из Луганска и Донецка. Если честно, то я понимаю, я уже пацан взрослый. Это чрезвычайная ситуация, и нам надо срочно уехать, потому что мы можем пострадать. Если бы мы там остались, то мы бы сидели в квартире в страхе, то что к нам может что-то прилететь. У нас очень маленький городок Шахтерский. Был очень тихий, спокойный до войны. Когда началась война, конечно, это был тихий ужас. Боевые действия возобновились. Было очень страшно, громко, очень шумно. Мы не знали, что делать, уезжать, не уезжать. Мы конкретно думали, что мы никуда не поедем. Мне дочь позвонила и сказала: мама, у вас 15 минут, вы собрались, должны, за вами сейчас приедут. И ее уже не выпускали с работы, она у нас военнообязанная. Дочь не могла выйти, надо даже посадить на автобус, потому что у нее просто была истерика. Это первый раз ребенка отправляла. А я оставляла дочь. Потом уже, когда мы уже ехали, позвонила уже зятю, говорю: Миша, ты мне доверил своего сына? Он: да. А я тебе доверила свою дочь. Миш, бери их. Я просто не знаю, что. Я не знаю, как он. Ну, понятно, конечно, Миш, я тебя прошу, сбереги мне ее. Она мне всю дорогу просила: мам, сбереги мне моего сыночка. Вы даже не представляете, как это. Это очень больно. Где-то в Луганске мы застряли из-за заминированной машины. Мы простояли, ее разминировали, и мы дальше поехали. Стояли на Изварино очень долго, только утром дошли до российской границы, перешли ее, потом нас повезли. И вот мы оказались вот тут. Дети настолько были запуганы войной, и когда мы первый раз пришли в ДК на елку, у нас дети боялись музыки, боялись всего. А дети с Первомайска вообще падали на пол, закрывали глаза. У нас закрывали глаза и уши. У нас Влад, когда засыпал, он так вот закрывал ушки и говорил: гады звенят, грады. Маленькие же, да, мы: нет, это не грады, это дождь на улице, ногой, да? А он: все, гады не шумят, не шумят, спи, не шумят. Я это слышал и понимал, но специально для себя делал на компьютере погромче музыку, чтобы я отвлекался от этого, потому что я понимаю, что это. Вот так вот, что всего я хочу домой, потому что там у меня мама, папа, кошка, друзья. Это один из пунктов временного размещения. Он находится в санатории «Спутник». И тут уже вот висит объявление: извините, мест нет, по вопросам размещения обращаться в МЧС. Такая же ситуация в соседнем пункте размещения под названием «Звезда». Там, как нам говорят, уже 400 человек, 200 детей, и мест тоже нет. И вот такая ситуация по всем санаториям по этому побережью. И сюда пришли в гостиницу, как нам, как люди говорят, что беженцев там бесплатно поселяют. Говорят, нет никаких льгот, и вот деньги кончаются, пенсионеры. Я 7 с чем-то получаю, а он 15 получает. Вы сами уезжали, да, своим ходом? Сами, потому что стрельба, а он инвалид первой группы, боя ноги на протезах у него. Поэтому мы
уехали. На таможне мы ночевали там, обратились, обычно нас пропускали, удостоверение покажет и расскажем положение. Его всегда пропускали. А это ни в какую, никаких льгот, и все, только с детьми. Я говорю, ну у него такое положение. В какую, это мучились до самого утра, еще сахарный диабет и давление, ну, из больной. У вас кто-то остался, дети, внуки? Нет, никого. Мне терять нечего. Ну так не надо говорить, каждому человеку Не, ну, надо жить. понятно, понимаешь, что- нельзя так говорить. Ну, уже, бываешь, приходит в отчаяние, что мне дом? Дом останется, а нас не будет. Ой, качки, Там муж дал. Вот. Город Орел, Троснянский район, село Гнилец. И номер свекрови. Дорохина Нина Семеновна. Вам что, Марин, сказали вот сотрудники? Ничего мне не сказали. Высадили и все. Вот, пожалуйста, теперь стоим в раздумьях, куда, что. Нет, они сказали, если нужна какая-то помощь или что-то это, подходите к волонтерам. Волонтеры подскажут, где что. Никто не знает, куда тебе ехать, садишься в поезд и Тебя там куда повезут. разместят, и да, куда все повезут. окажут первую помощь, все это, так что никого не бросят. Ну да, не бросят, но вот все-таки сейчас я слышала, как подошли, сказали, мы спросили, куда поезд идет, сказали, куда, не знаем. Неизвестно. Куда отправят, туда отправят. У нас просто вот две семьи, одну в Орел надо отправить, ну, у них есть адрес, мы сейчас билет купим, а вторая семья, ну, некуда ехать. Это куда нам обращаться, к каким волонтерам? А на станции волонтеры находятся. Это туда, да? То есть нам надо зайти на вокзал и там... А вот прямо 200 метров там. Ага, все. Все расскажешь. Спасибо огромное, всего хорошего. Спасибо. Волонтеры сказали то, что поезд едет до Пензы. Если желаем, как говорится, ехать туда, оставаться там, если есть родственники или там друзья, знакомые, тогда с пересадкой, куда уже тебе, в какой путь тебе надо, в какую сторону. Хочешь туда, в школе хочешь в туда. Украине. При чем тут Украина, София? Мы в России, а не в Украине. Поедем. Через час будет поезд. Молока накупили, кефира накупили. Вместо манки. Потому что нам не хватит. А там, дай бог, приедем, устроимся, уже все будет хорошо. Будем жить. Да. Надеемся, что ненадолго. Вы были в Пензе когда-нибудь? Нет. Вообще кто-то хоть там есть у вас знакомый? Нет вообще никого. Мы сами. Мы в Украине, Будем там бабушка. сами с усами. Будем стараться, будем пытаться. Костик, беги гуляй с Катей. Что сейчас не хватает? Вот что, как вот должна сейчас ситуация, что должно произойти, чтобы... Мужа не хватает. Не хватает поддержки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А должно быть 10. С малыми, да, одна. Да. Мамуля моя с бабулей. Да. Да, Олежа сказал, звонил ей, я ей вот набрала, он мне дал же адреса и все это. А она, ну да, видите, как получилось. Ну, никто ни о чем не застрахован, никто ничего не это, никто ни на кого зла не держит. Так что надеемся, что у нас все закончится, и мы поедем домой. Да, что наши близкие будут, что у нас, что все были живы и здоровы. Это самое главное. Да, поедем туда, да. Нет, ни разу вообще. Я даже не знаю, где это находится, где это что.
Беженцам, у которых здесь нет никого и ничего, помогают совершенно незнакомые, чужие люди. И они готовы делиться не только своими вещами и деньгами, но даже домом. Мы сейчас идем в гости к женщине, которая приютила у себя сразу 2 семьи с маленькими детьми. И сейчас вместе с ней здесь живет 8 человек. Проходите, знакомьтесь с нашими жильцами, с моими уже новыми друзьями. Вот у нас Люда, ее дочка Светочка, это Светина доченька Милана и Светин сын Егор. Они у нас со Снежного приехали. Юлечка, ее кума Надя, сын Юлечки Саша. И там у нас маленькая красавица Ангелина. Она у нас сегодня взрослая, ей сегодня 2 месяца. Да, и вот мои 2 деток. Это Янтарина, а это Есения. Как вот так вот? Не тесно? Ну, в тесноте да не в обиде. Главное, что мы все подружились, мы, главное, нашли общий язык, у нас ни конфликтов, ничего. Ну, я думаю, лучше так, чем где-то, извините, на вокзале. У нас есть группа «Село Куйбышево». Отправила голосовое сообщение, что кому нужна помощь, именно помощь с жильем. Я не говорила там с детьми, не без детей, просто. Пожалуйста, звоните, свой номер оставила. И перед тем, как от подружки уезжать, уже подъезжала к Куйбышево, и вот сообщение: вы примете? Да, что вы хотите? Ничего, мне просто помочь людям. Когда я приехала, мне говорят, ехать нужно на Курск. А я говорю, я с грудным ребенком не поеду. Бежала по таксистам, я говорю, есть что-то? Да, таксист мне нашел. Позвонили Гале, я не знала, что, куда, как. Посадила куму, детей на такси, и они приехали сюда с сумками. А я побежала дальше там по документам. Там бабушка, я нашла, там вот, она сейчас примет. Да, она не знала, что это. Там бабушка сейчас примет, все, нас это. Я ничего не пойму, что мне делать, куда... Бери детей, все, на такси, сейчас вы приедете, вот там. Я не пойму, куда она, как она придет. Галя такая меня что раскат, а у меня вот такая голова, я не понимаю, что делать. Ребенок, она берет сумки, как-то помогать, а я в растерянности, просто сижу такая, что мне делать, что? Я вылетела. Заходите, это, они стали, они с дороги, может, не такие эмоциональные люди, как я. Они сели, вон там на диванчике сидят, бедненькие. Я говорю, вы меня извините, конечно. Говорю, я так, просто мне тяжело смотреть на вот эту всю ситуацию, что творится. Я не хотела, только извини. А сегодня пришел мужчина, тут же нет у нас мужчин, услышала, аж заплакал, так начала это папу, а что Руслан постоянно разговаривал, и все, соскучилась. Житё видно, что. Вот он с ней разговаривает даже по телефону, она вот так вот сразу глаза, сиську бросает, она слышит, знает его голос. Вот что можно сказать, дитё, оно понимает, 2 месяца. А он у вас где, как? В Дебальцево. У нас всех мужчин полная мобилизация. Говорит, храни мою жемчужинку, говорит. Я говорю, а как же я, а ты, ракушка, это жемчужинки. Да. И Сашке, говорит, тебе бери маму с Ангелиной, говорит, ты один там мужик, говорит, остался. Это горе, это просто, тот, кто не был на войне, это не представляет, что это такое. Это... Я за время войны маму потеряла, во-первых, когда был котел. Все. 14? Да. А вот за то, что вы людей приняли, вы что-то получаете? Нет, как можно на чужом горе наживаться? Как я могу сказать? У меня даже такого мысли не было. Мне когда люди позвонили, ты примешь, да, что ты хочешь? Я говорю, ничего. Как можно? У них горе. И я скажу, вот платите мне там за это. Боже, койко-место получается. Я не понимаю, как можно брать за такое деньги. Вы счастливы? Да. Правда? Да, что? Я сейчас даже заплачу. У нас все хорошо.
У вас же сегодня день рождения, да? Я вас поздравляю с днем рождения. Спасибо большое. Ну, тут 80 с чем-то рублей получается. Почему вы плачете? А у тебя нет? Почему плачете? Я ей говорю, не плачь, все пройдет и скоро. Нет, мы то с Катей ей подушечку приносим, чтобы она в нее плакала. Ее обнимаем сильно-сильно, и она начинает улыбаться и так успокаивается. Не плачь, все будет хорошо, мы все выдержим. Как только сюда приедут все автобусы с беженцами, ну, на сегодня все, поезд отправится в Пензу. И это так странно, ведь мы ехали с женщинами и детьми от самой границы до вокзала, и все это время ни мы, ни они не знали, что вообще будет дальше, где их разместят, куда отправят. И только уже здесь, по факту, волонтеры рассказали, что пункт назначения – Пенза, потому что в Ростове-на-Дону больше нет мест, в ближайших городах тоже нет. И у большинства этих людей нет никаких знакомых в Пензе, друзей, родных, близких, и многие из них вообще первый раз едут в этот город. И дальше тоже полная неизвестность, непонятно, сколько они там пробудут. И еще очень много вопросов, но даже в этой ситуации полной неопределенности женщины и дети тоже, они откуда-то берут силы, улыбаются даже и продолжают верить во что-то хорошее.